Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такие красивые, симпатичные тыквы. Это тыква-брелок. Как вы видите, они очень маленькие. Вязать их быстро, расход пряжи небольшой. Одну тыкву я вот украсила, сделала глазки и ротик, а вторая осталась такая обычная тыква. По размерам вот ширина тыквы 5 сантиметров. И давайте вместе с вами свяжем вот такую красоту. Для тыквы я использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючок 4 миллиметра. Берем оранжевую пряжу, это основной цвет тыквы. Делаем кольцо амигуруми и в это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду 12 столбиков. Третий ряд. 1 столбик. В следующий прибавка. Так повторяем 6 раз. 1 столбик, прибавка. Это второй раз. 1 столбик, прибавка. Третий. 1 столбик, прибавка. Четвертый раз. Столбик, прибавка. Это пятый. И столбик, прибавка. Это шестой. И в конце ряда получилось 18 столбиков. Теперь с 4 по 7 ряд вяжем по 18 столбиков. По 18 столбиков провязали 4, 5, 6 и 7 ряды. Теперь можно немножко наполнить. И переходим на 8 ряд. В 8 ряду провязываем 1 столбик. Далее убавка. Так вяжем до конца ряда. 1 столбик, убавка. 1 столбик, убавка. Столбик, убавка. 1 столбик, убавка. Столбик, убавка. Получилось 12 столбиков. Еще берем наполнитель. Немного наполняем так, чтобы тыква была не очень плотно набита, для того, чтобы можно было сделать утяжку красивую. И переходим на 9 ряд. Это уже последний. В этом ряду нужно сделать 6 убавлений.
1, 2, 3, 4, 5 и последняя, 6-я убавка. Теперь ниточку отрезаем, оставляем такой небольшой хвостик. И сейчас будем прятать вот эту дырочку. Еще раз показываю, что вот тыкву я наполнила не плотно. И взяли иголку, и теперь за передние стенки каждого столбика так проходим. И теперь ниточку затянули, дырочки уже нет, и вкалываем в середину и выводим где-то сбоку. Вот такая получилась основа для тыквы. Теперь сделаем утяжку. Я беру полухлопковую пряжу джинс Ярнард, вкалываю вот в середину тыквы снизу и вывожу иголку сверху. Вставляю такой небольшой хвостик и будем делать такие вот как ребра на тыквочке. Снова прокалываю вот сюда в середину и вывожу вверху. Ниточку так подтягиваем, чтобы просматривалось такое красивое ребро. Снова здесь же пролаживаю второй раз ниточку, подтянула. Получается, на одно ребро делаю 2 стежка. И далее смотрите, по какому расстоянию вы хотите делать вот эти ребра. Снова вкалываю вниз, вывожу вверх и подтягиваю. И еще раз. Вколола иголку вниз, вывела вверху, подтянула. Следующее ребро. И так продолжайте самостоятельно. И вот когда сделали уже все ребра, опускаем ниточку вниз. Здесь захватывая, находим полухлопковую пряжу, за нее заводим иголочку вот с ниточкой. И вот эти 2 хвостика снизу связываем. И прячем их вовнутрь. И вот получилась такая тыквочка. Теперь нужно сделать хвостик и связать усик. Я оставляю вот где-то такой длины сантиметров 5 хвостик. Набираю цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываю соединительный столбик 1 и соединительный столбик 2. И теперь свяжем усик. Набираю цепочку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ну пусть будет 12. Длину
вот этого усика регулируйте самостоятельно. Можно сделать длиннее, можно сделать короче. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем соединительную петлю. И так довязываем соединительными петлями до хвостика. Провязали, можно приложить, посмотреть, вот какой длины будет этот усик. И в хвостик тоже делаем еще одну соединительную петлю. Отрезаем ниточкой, которой будем прикреплять этот хвостик к самой тыкве. И выбирайте сторону, какая вам больше нравится, одна или другая сторона, и пришиваем этот хвостик вот так к тыкве. Вот когда пришили, вот эти два хвостика между собой связываем. Так, еще раз закрепляем, чтобы не делать никаких других узелков, а вот этими двумя хвостиками. И прячем их вовнутрь изделия. И вот получилась такая красивая тыква. Этот усик, он сам закручивается. Можно ему еще так немножко помочь. И вот такой он будет закрученный. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.